Ребят, всем привет! Только что приехал с купания и нужно было ехать в город к своим любимым девчонкам. Только зашел домой, следом за мной стучаться в дверь. Вы Ренат, и как бы такие расспросы, типа вы же занимаетесь строительством. Все вокруг да около ходят. Я говорю, в чем проблема, что случилось, что вы от меня хотите? Две женщины стояли. И в итоге, как оказалось, у них прорвало водопровод. Я, конечно, в сантехнике не очень силен, но что-то да понимаю. Вот даже уже любимая пишет, где я. Вот, сантехники что-то немножко понимаю, у себя дома делал сам. Вот, попросили помочь, а то сидят без воды. Придется идти помогать. Сейчас все вам покажу. Друзья, спонсором этого видео является популярная игра Raid Shadow Legends. Погрузись в мир темного фэнтези, сражаясь в бесчисленных подземельях, участвуй в различных турнирах и ивентах и создай для себя лучшую команду среди более чем 500 чемпионов. Мне в этой игре нравится продвигаться вперед в подземельях, сражаясь с боссами, выбивать ценные артефакты для прокачки чемпионов, а также жертвовать ненужных и слабых чемпионов в таверне для прокачки своих любимчиков. В этом месяце в Raid вас ждут множество событий, появление нового легендарного чемпиона, турниры с другими игроками, а также появление 5 новых крутых чемпионов. А в начале следующего месяца вас ждет глобальное обновление для кланов, которое принесет массу новых миссий и наград. Друзья, все ваши переходы по моим ссылкам поддерживают мой канал. Переходите в описании под видео и помогите мне собрать 70 инсталлов. Качайте Raid только по моим ссылкам и получите в качестве нового игрока один древнейший осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы восполнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чонору в качестве бонуса. Придя в дом хозяйки, у которой прорвало водопровод, я увидел, что у нее стоит гидроаккумулятор на 50 литров, и проблемное место было соединение полипропиленовой трубы с этим гидроаккумулятором. Они попытались замотать это все каким-то жгутом и сверху изолентой, но естественно это все не помогло. Вот я потом это все размотал и увидел, что как раз вот в переходе с полипропилена на металл все лопнуло именно по трубе. Передо мной стояла задача, нужно было в первую очередь освободить бак 50-литровый от жидкости. Простыми словами, нужно было просто-напросто слить эту воду через как раз лопнувшую резьбу. Чем я и занялся. Было это не быстро, так как изначально не хотелось просто-напросто все вылить на пол, чтобы замочить полностью все полы. Старался как-то аккуратненько слить воду, но в какой-то момент, к сожалению, резьба полностью отвалилась, и какая-то часть воды, уже, конечно, небольшая, но она попала на пол. Это проблемы никакой не составило, просто-напросто все подтерли тряпкой. Друзья, после того, как я гидроаккумулятор освободил от воды, мне потребовалось вывернуть металлическую гайку. Как раз в этой гайке и остался остаток резьбы с перехода с полипропилена на металл. Чем я и занялся. В процессе того, когда я откручивал гайку, у меня закрались сомнения, что собрано не совсем верно, так как было все абсолютно жестко. Не было никакой американки, чтобы раскрутить, чтобы можно было обслужить данный узел. И вот у меня закрались сомнения, я уже понимал, что нужно будет ехать в магазин. В магазин поеду я специализированный, и, естественно, мне там дадут соответствующую консультацию. Друзья, вчера вечером уже ехать по магазинам и искать запчасть, которая пришла в негодность, была сломана, как бы не было смысла, потому что был поздний вечер, когда эта причина была выявлена. А сейчас с утра я поеду на рынок и куплю вот такую деталь. Еще там пару деталей нужно будет взять. И когда вернусь, уже сразу же схожу и
переделаю все и запущу воду людям. Приехав в отдел сантехники на строительный рынок, я объяснил ситуацию продавцу. Он мне сказал, что да, действительно было собрано неправильно, и дал мне нужные запчасти. Почему было собрано неправильно, объясню вам чуть позже, друзья. После того, как вернулся со строительного рынка, взял необходимый инструмент и приступил к работе. Как вы можете видеть, я использую сварочный аппарат для пайки труб. С помощью него и произвожу полный монтаж. Спаять мне нужно всего несколько соединений. Это нужно спаять мне, припаять саму американку, соединительную муфту и угол. В процессе работы, естественно, я все измеряю, чтобы было все точно. Друзья, теперь давайте я расскажу, почему неправильно был собран гидроаккумулятор. Так как мне рассказал продавец, как все должно быть собрано. Любой гидроаккумулятор, счетчик водяной или корпус фильтра, если вы собираете, должны выниматься из системы с помощью, грубо говоря, откручивания гаек. А здесь все было собрано жестко и нужно было резать трубу. Это не совсем правильно. Я думаю, вы к моим словам придираться не будете. Я до этого сказал, что в сантехнике я не профи. И всяких умных слов, какие соединения, какие резьбы, как называются, я особо правильно не знаю. Так что будьте терпимее, друзья, в этом я не особо разбираюсь. Но какую-то работу сделать могу. Говорил вначале, что у себя в доме вся система воды у меня запущена своими руками. Что, друзья, запустил систему. Ну что, как можете видеть, все работает. Насос накачивает давление в бак и нигде ничего не пропускает. Все герметично. Ну что, друзья, система у нас герметична. Осталось дождаться, когда насос накачает нужное давление в систему, и все будет прекрасно. Вот такой выпуск у меня получился. Водопровод починен, хозяйка довольна. Моя помощь в очередной раз кому-то пригодилась. Я этому очень сильно рад. Хозяйка попросила ее не показывать, из-за этого вы ее и не видели. А на этом я буду с вами прощаться. Хочу от себя вам пожелать всего самого наилучшего, крепких вам домов, крыши над головой. Всего самого прекрасного. Вы были на канале Ренат Строит. С вами был Ренат. До новых встреч в новых выпусках, друзья. Пока-пока.